Друзья, приветствую вас! Это утренний обзор. Давайте рассмотрим, какие события происходят, что нам ожидать сегодня и какие движения предполагаются по доллару, рублю, нефти, золоту и другим ключевым активам. Ну и, конечно же, самая главная новость на утро – это то, что застрявший сухогруз, который перекрыл Суэцкий канал, его все-таки вытащили. Пока нет информации относительно того, что он поплыл самостоятельно и пробка начала рассасываться. Но тем не менее, то, что его сняли с мели, надо ожидать, что в ближайшее время, наверное, он все-таки выплывет из канала. И, как ни крути, но сообщение будет восстановлено. Так, друзья, далее календарь событий давайте рассмотрим. Но сегодня по понедельникам обычно не бывает никаких резких новостей таких, по крайней мере, запланированных. Соответственно, из календаря событий мы видим, что на сегодня ничего такого особенного не ожидается. Так, далее то, что касается ситуации с ковидом. Вот сейчас очень интересный момент наступает. Я бы его даже назвал момент истины. Почему? Вообще просто космически протекает вакцинация. С огромной скоростью идет вакцинирование, во всяком случае в развитых странах. И на фоне, казалось бы, вот всех этих событий, то, что должно начинать стихать, на самом деле никакого стихания не наблюдается. Если посмотреть динамику по всему миру, то происходит рост новых случаев. Так же, как это ни странно, идет небольшой пока рост в Соединенных Штатах. Здесь, конечно, при продолжении позитивной динамики с такими темпами вакцинирования, если вакцины, конечно, будут эффективно работать, то решение проблемы вообще как бы теоретически должно наступить где-то после 1 июля или после 1 сентября. То есть эпидемия должна быть побеждена. Однако текущий график роста новых заболеваний, он пока не дает оснований полагать, что это будет так оперативно и эффективно решено. Красиво на бумаге, да в жизни все не так. Тем не менее, в России идет спад новых случаев, и уже находимся ниже 10 тысяч, и у нас как бы никаких задергов пока не предполагается. Друзья, вот в субботу выпустил по SOTES FTSE обзор, как это повлияет на рынок на этой неделе, а также анализ позиций по форцу ММВБ на понедельник. Если кто не смотрел, можете посмотреть. Возвращаясь к застрявшему судну, вот так выглядят фотографии этого судна. Ну и жители близлежащих деревень говорят, что уже привыкли к тому, что там находится такой сосед интересный. И вот этот инцидент, который произошел с судном и с перекрытием Суэцкого канала, он добавил масла в огонь. Он добавил масло в огонь с тем, что выросла так называемая инфляция издержек. На фоне того, что и так были расстроены ковидом логистические цепочки, на это я неоднократно обращал внимание, сейчас в связи с перекрытием Суэцкого канала пошел еще более энергичный рост. То есть он уже приблизился к тому хайпу, который был в 1980 году. Чем это чревато? Это чревато ростом издержек и сворачиванием мирового экономического роста. Давайте перейдем к графикам, посмотрим, какова диспозиция. Итак, десятилетний трежерис Соединенных Штатов, недельный таймфрейм, закрытие на предыдущей неделе указывает на то, что весьма вероятно, что рост, который ранее всех напугал, он все-таки остановится и, возможно, произойдет откат вниз на 1,33. Вот сюда вот. Для того, чтобы это произошло, надо, чтобы был пробит уровень 1,5. Если такого не происходит, то никакого отката не будет. И чем дольше мы находимся в этом диапазоне, это уже дневной таймфрейм, тем больше вероятность того, что будет разыгран выход наверх, ну и, соответственно, давление на рынке. Так, далее Baltic Dry, стоимость морского фрахта. Но здесь вот на прошлой неделе пошел коррекционный откат, но ситуация с Суэцким каналом, она, несмотря на то, что разрешилась, она может как круги, которые по воде расходятся, оказать влияние на этот индикатор, на этот показатель, и закончится это тем, что мы застрянем в зоне выше 2000. Это было бы не очень хорошо, потому что это дополнительное раздувание затрат и ухудшение перспектив экономического восстановления. Далее китайский индекс CSI 300, недельный таймфрейм. Здесь все отлично, идет попытка
отбоя и восстановления. И, соответственно, такое открытие недели, оно окажет позитивное влияние и поддержку для мировых рынков и для российского рынка. Далее VIX, тоже недельный таймфрейм. Здесь мы видим, что индекс волатильности на прошлой неделе упал. Он за прошедший год достиг минимальное значение. Еще немножко, и он, по идее, пробивает вот эту область и уходит на 17,5-15. Такое движение для рынка было бы, конечно, очень позитивно для фондового рынка. Но в свете тех событий, которые были в конце прошлой недели, начали распродавать фонды, акции, оно может привести к тому, что все-таки мы отсюда отобьемся и никакого энергичного движения VIX вниз не будет. Конечно, вообще была бы интересная ситуация, когда VIX продолжал бы падать, индекс волатильности, а такие отливы и потом выкупы акций, они продолжились. То есть это получилась бы ситуация, которая она несколько нелогична, в то время как нарастает волатильность реальная на рынке акций, VIX проседает. Вот. Но посмотрим, как этот сценарий будет реализован, потому что смысл индекса волатильности защита от колебаний на рынке, и поэтому вполне не очень логичная ситуация, он снижается, когда на самом деле фонды начинают отливать акции. То есть здесь, по идее, должна быть какая-то либо стагнация, либо отбой. Так, друзья, далее индекс доллара DXY, 4-часовой таймфрейм сразу ставлю. Но здесь не очень хорошая ситуация получается, потому что на текущий момент вот это снижение, которое здесь наметилось, которое должно было вести к пробою 92,6, потом 92,3, оно сейчас весьма вероятно не состоится. Потому как он уходит к верхней границе, и если будет пробой сегодня 92,9, мы можем увидеть ускорившееся движение индекса доллара на 94. Вот, опять же, пока на текущий момент сказать, что вот это движение, оно чем-то чревато, я думаю, это преждевременно. Надо посмотреть, как будут развиваться события. Если он вот эту планочку не преодолеет, то здесь весьма вероятно, что моментально пойдет движение вот сюда к нижней границе. Ну, как минимум, колебательное движение в рамках консолидации. И поэтому на текущий момент, да, он оказывает давление на рынке, то, что он пошел в рост. Но пока нет пробоя вот этого последнего максимума, 92,9, в этом росте нет ничего страшного. Локально ничего страшного нет, но чем дольше он здесь находится, тем больше вероятность того, что движение все-таки пойдет наверх. Так, друзья, далее SFD на фьючерс S&P, дневной таймфрейм. Здесь у нас тоже ситуация достаточно интересная. Она связана с тем, что в пятницу никакого коррекционного отката на закрытии недели не было. Ну, на самом деле, наверное, в этом есть определенная логика, потому что у нас на этой неделе конец месяца, и, соответственно, конец месяца надо хорошо закрыть, для того, чтобы получить бонусы. Вот, поэтому, видимо, вот это коррекционное движение, которое должно было развиться на 3880, оно поэтому не произошло, что ждут 31 марта. А 31 марта, эта среда, отпустит удилы, и здесь может даже более лихое движение вниз развиться. Друзья, далее нефть Brent, ставлю сразу недельный таймфрейм. Судно в Суэцком канале сняли с мели. Весь мир облегченно вздохнул. И поэтому здесь вполне как бы созрели условия для того, чтобы по нефти произошел коррекционный откат на 56,6-56,25. Вот сюда, вот к этой линии. Но для того, чтобы это движение состоялось, необходимо, чтобы был повторный задерг вниз и пробой 62. Уверенный пробой. Если такого пробоя мы на этой неделе не получаем, то у нас все-таки вот эта разворотная формация, она еще дальше продолжает переходить в консолидацию в районе уровня 66.25. И эта консолидация, она будет вести к дальнейшему росту. Дневной таймфрейм, здесь мы видим на фоне новостей по судну, по-видимому, идет коррекционный откат, снижение нефти. Если переходить на часовик, то ситуация не совсем ужас-ужас, потому что уже сейчас 7:50 по Москве формируется разворотная формация. И эта разворотная формация вполне может сработать либо сейчас сразу, либо по факту дальнейшего движения вниз, если не будет пробития 62,7. На дневке там другой уровень минимальный 62, здесь 62,7.
Но здесь мы говорим о коротком промежутке времени, то есть диапазон движения внутри дня. Соответственно, либо от текущего значения будет разворот, либо от 62,7. Пробитие 62,7 потянет нефть тестировать, ну, сначала 62, и потом в случае все-таки пробоя 62 возможен краткосрочный задер 61,3, 61. Вот сюда, вот в этот диапазон. Если этот задер будет короткий, ничего страшного. Если он будет не короткий, то тогда страшно. Здесь будет пробитие уровня и движение на 56. На текущий момент я предполагаю, что по нефти будет коррекционный отбой с большей степенью вероятности. Либо от текущего значения, либо от уровня 63. Так, друзья, далее золото, часовой таймфрейм. Ну, что я могу сказать? Индекс доллара подрос. Для золота поэтому вполне естественно продолжить движение вниз. Соответственно, у нас остается волшебный диапазон. Он немножко раздвинулся вниз. На прошлой неделе это 1721-1719. Вот если здесь в результате всех этих движений будет пробой, то золото начнет пикировать на 1700. Пока здесь пробоя нету, все вот эти движения в любой момент будут откуплены и пойдет движение к верхней границе, которая находится на 1735. Так, друзья, далее евро-доллар, чуть не сказал евро-рубль, евро-доллар пока. Но смотрите, у нас вся окопная война идет около 1,1790. Сейчас начал подрастать индекс доллара. Вот. Но у него есть потолок. Если этот потолок не пробивается, то евро-доллар здесь будет все окей. Мы вот от этого диапазона, от текущего значения до 1,1760 отобьемся, и уже на сегодня в этой ситуации цель движения будет 1,1825. Вот. Если все-таки вот это движение вниз продолжает развиваться и будет пробой 1,1750, 1,1740, то здесь у нас уже открывается дорога на 1,1650, 1,1625. Конечно, за день навряд ли такая цель будет отработана, но движение может достаточно решительно произойти. Поэтому сейчас тут ситуация, она как бы зеркальная по отношению к индексу доллара. И вот либо от текущего значения, либо от 1,1750 будет разворот и движение наверх с пробоем 1,18 и уходом на 18,25. Если же не возникает в ближайшее время разворота, то мы начинаем пикировать и просаживаться. Так, друзья, далее рубль-доллар, то, что нас интересует и волнует каждого из нас до глубины души. Дневной таймфрейм USD Tomorrow. Ну, смотрите, сейчас начался небольшой рост, попытка отскока роста доллара. Это вполне естественно, потому что нефть просела. На самом деле сейчас мы находимся вот в этой расширенной консолидации 75.52, 76.2. Соответственно, текущее вот это движение, это дневной таймфрейм. Весьма вероятно, здесь будет развиваться рост, цель его 76,2, вот это вот значение. Если переходить на 15 минутки, здесь у нас возникла консолидация на 15 минутках. Вот, что эта консолидация ждет? Эта консолидация ждет, как разрешится движение по нефти. И поэтому в том случае, если нефть будет расти, если сейчас происходит разворот, как я ранее описал, наиболее вероятный сценарий, мы здесь увидим не движение наверх пока к верхней границе, мы здесь увидим разворот, пробой нижней границы и движение. Цель этого движения будет сначала 75.65, потом возможно 75.54. Вот. Но на самом деле здесь пока ситуация до конца не определилась. Поэтому в том случае, если происходит пробитие 75.85, то у нас отсюда молниеносно формируется движение, цель которого 76.05, вот сюда, вот в этот диапазон. Вот. Но с учетом того, что все-таки нефть стремится развернуться, мы предполагаем, ну, по крайней мере, коррекционно отбиться и сходить, выполнить какую-то фазу движения наверх, то в этой ситуации, конечно, более вероятно здесь коррекционный разворот и движение хотя бы вот сюда, вот на 75-65. Вот. Далее, я не думаю на самом деле, что нефть пойдет как-то существенно вверх, она просто определенный цикл движения, коррекционный отскок, ну, было бы логично, если она сделает.
Ну и соответственно это приведет движение вот сюда, а здесь по факту накопления все-таки, я думаю, больше вероятность того, что по рублю сегодня, по крайней мере, будет последующее движение, цель которого потестить 76.05. Так, далее фьючерс на индекс РТС, июньский фьючерс, дневной таймфрейм. Но здесь у нас идет попытка отбоя от 145 тысяч. Соответственно, если этот отбой успешно завершается, если происходит пробитие 143 200, то у нас цель движения на сегодня-завтра будет потестить вот это донышко 139 500, магическое значение. Переходя на часовик, здесь произошел разворот и сформировано движение импульс вниз. Первая цель 142 800. Далее в случае пробоя 142 тысяч будет движение на 140 тысяч вот сюда вот. В каком случае вот это движение сейчас прямо не состоится? Оно не состоится, если будет задерг наверх и пробитие 145. Либо одно резкое движение на объеме, либо проторговочка здесь. И тогда мы увидим коррекционный отскок. Цель этого отскока будет движение на 147 950, 148 тысяч. Вот сюда вот. Так, друзья, далее Сбербанк, дневной таймфрейм. Очень интересная картинка. Юрики сделали ставку на коррекционный откат в район 284,5, возможно даже пониже. Если переходить на часовик, то мы заперты в консолидации 292 верхняя граница, 288,5 нижняя. Соответственно, здесь, если возникает пробой 292 и закрепление, то уже сегодня либо завтра отсюда возможен импульс движения на 296. Сбербанк очень мощно смотрится, несмотря ни на что, потому что, видимо, любые деньги, которые заходят на российский рынок, они сразу покупают Сбербанк. Вот. Но здесь какой есть момент? Вообще, как бы по-хорошему, сразу прям так идти сюда, это было бы не очень правильно. Поэтому либо от этого значения 292, либо от текущего значения при открытии будет коррекционный откат. Цель этого отката будет тестирование 288,5. И вот здесь, если возникает пробитие, нас ждет дальнейшее движение на 285,5 и возможно даже тестирование 282. Вот. Но я не думаю, что такое пробитие будет. Больше приходит на ум движение вниз и отсюда отбой. Друзья, все основные инструменты. Спасибо за внимание. Успешных торгов.